что если все, что вы знаете о викингах, рогатые шлемы, дикие варвары, морские разбойники, это выдумка, которую придумали спустя 800 лет после их смерти. Слово «викинг» не обозначало народ вообще. Это был термин для временной работы, как сегодня фрилансер. Большинство скандинавов того времени никогда не садились на драккар и не грабили монастыри. Они растили ячмень и торговали мехом. И самое невероятное, единственное изображение рогатого шлема, которое все считают символом викингов, датируется бронзовым веком. Оно старше самих викингов на 2000 лет. Впереди 10 фактов, которые полностью перевернут то, что вы думали об этих людях. Тор, Один, Фрейя. Эти имена знает каждый. Но скандинавы 9 века произносили их совершенно иначе, и современные версии этих имен искажены настолько, что сами викинги не узнали бы своих богов. Бога грома звали не Тор, а Тор. Произносится как Тор, с раскатистым звуком в конце, который в русском языке не существует. Само имя означало «гром» на древнескандинавском, и корень этого слова сохранился в немецком слове «донор». Именно от него произошло английское «тандер», то есть «гром». Когда христианские монахи в XII веке начали записывать скандинавские мифы, они упрощали произношение под латинскую письменность. Так, Тор превратился в удобочитаемого Тора. Один еще более радикальный случай. Его настоящее имя звучало как Один. Один с долгим первым звуком. Но это было лишь одно из примерно 170 имен, которые носил этот... В разных регионах Скандинавии его называли Альфёдор. Отец всего. Грим замаскированный. Ганглери. Усталый страх. Когда скандинавы молились Одину, они могли использовать любое из этих имен в зависимости от того, о чем просили. Обращение к нему как к Одину в военном контексте считалось неправильным. Для битвы использовалось имя Херьян, то есть повелитель войск. Фрейя в оригинале звучала как Фрейя. Фрейя. И это слово означало просто «госпожа» или «дама». Ее настоящее личное имя историки до сих пор не знают. Показательно, что ее брат-близнец Фрейр тоже носил нарицательное имя — господин. Есть версия, что ее звали Вандис или Хёрн, но достоверных источников оба имени были скорее титулами, чем именами собственными, что намекает, настоящие имена этих богов были либо утеряны, либо намеренно скрывались. Локи Абостасе — один из самых спорных случаев. Его имя не поддается однозначной этимологии, и лингвисты спорят о его значении по сей день. Одна версия связывает Локи с древнескандинавским словом, означающим узел или петля. Другая — со словом огонь. Третья группа ученых считает, что имя Локи вообще не скандинавского происхождения и было заимствовано из финской или саамской мифологии, где существует похожий трикстер-персонаж. В исландских рукописях XII и XIII веков Локи иногда записывался как Лопт. И это считается отдельным именем того же существа, а не просто. Тюр, бог войны и справедливости, в древности был значительно важнее Одина. Его настоящее имя Тир восходит к праиндоевропейскому корню Диаус, от которого произошли греческий Зевс и римский Юпитер. Это означает, что скандинавский Тюр и греческий Зевс буквально один и тот же бог на уровне имени, просто разошедшийся в разные стороны за 3000 лет. Когда германские племена перешли к поклонению Одину как главному богу, Тюр утратил позиции, но его имя сохранилось в названии вторника, по-английски Tuesday, день Тюра. Хеймдаль, страж богов с золотыми зубами. В некоторых рукописях упоминается под именем Халинскиди, что означает «тот, кто наклоняет рога», и Гулинтани, золотые зубы. Исследователи из Копенгагенского университета в 90-е годы 20 века установили, что Хеймдаль мог быть богом, которому поклонялись задолго до того, как скандинавы сформировали единый пантеон. Его имя встречается в рунических надписях, датированных IV веком, на 200 лет раньше большинства других богов. В 2017-м шведские генетики взяли образцы ДНК из захоронения в Бирке, богатой воинской могилы X века с полным боевым снаряжением, 2 лошадьми и стратегическими игровыми фигурами, указывавшими на командирский статус. Скелет в этой могиле 100 лет считался мужским. Анализ показал, это была женщина. Находка взорвала академическое сообщество, потому что могила в Бирке была не рядовой. Набор оружия включал меч, копье, боевой топор, щит и колчан со стрелами. Игровые фигуры из кости, найденные на ее коленях, в скандинавской культуре однозначно трактовались как символ военного стратега, человека, который планирует сражения, а не просто участвует в них. Это означало, что женщина занимала командную должность в воинской иерархии. Скандинавские саги упоминали женщин-воинов под названием Скьяльдмёер, щитовые девы. Историки долго считали их литературным вымыслом наравне с валькириями. Могила в Бирке стала первым генетически подтвержденным доказательством того, что такие женщины существовали в реальности. После публикации результатов исследования в журнале «Американская античность» несколько других скандинавских захоронений были пересмотрены
с применением ДНК-анализа. В части из них мужские скелеты с оружием оказались женскими. Датский хронист Саксон Грамматик в XII веке писал о женщинах-воинах у скандинавов с нескрываемым презрением, называя их теми, кто отверг мягкость своего пола. Но он их описывал, значит видел или слышал о них из достаточно надежных источников, чтобы включить в хронику. Его текст «Деяния данов» содержит несколько конкретных историй. Женщина по имени Ладгерда сражалась в войске Рагнара Лотброка и лично повернула ход битвы, ударив во фланг противника с отрядом, которым командовала сама. Правовые документы скандинавского средневековья фиксируют отдельную категорию женщин. Скокганг, то есть изгнанец, которые уходили жить вне общества и могли носить оружие на законных основаниях. Часть из них формировала небольшие вооруженные группы. В норвежских законах XIII века есть прямое упоминание о том, что женщина, одевшаяся в мужскую одежду и взявшая оружие, не подлежит наказанию, если делает это для защиты своей семьи или имущества. Захоронения в Норвегии и Исландии демонстрируют еще одну деталь. Часть женских могил содержит не просто оружие, а оружие со следами реального использования. Затупленные лезвия, сломанные наконечники копий, щиты с боевыми вмятинами. Это не церемониальные предметы, положенные в могилу для статуса. Это инвентарь, которым пользовались в бою. Русские летописи, описывающие набеги скандинавов на земли восточных славян в IX и X веках, несколько раз упоминают женщин в составе нападавших отрядов. Византийские источники, фиксировавшие контакты с варягами, также содержат аналогичные наблюдения. Лев Диакон, византийский историк X века, описывая сражение с войском Святослава под Доростолом в 971-м, упоминал тела женщин в доспехах среди павших воинов противника. Показательно, что скандинавское общество имело механизм, который делал участие женщин в войне юридически возможным. Если мужчины в семье погибали или отсутствовали, старшая женщина получала статус Карлсевы, буквально та, кто действует как мужчина, и вместе с ним все соответствующие права, включая право носить оружие и вести дела. Это не было исключением из правил. Это было частью правовой системы. В 1944-м немецкий историк Карл Теодор Вайгель обнаружил в архивах Мюнхена документы, которые немедленно засекретили. Они содержали переписку между руководством организации АНИНРБ и несколькими скандинавскими учеными о конкретных рунических символах, которые нацисты изъяли из публичного оборота и запретили изучать независимым исследователям. Причина была не идеологической. Причина была в том, что эти руны указывали на нечто, что полностью противоречило нацистской концепции скандинавского превосходства. Руническое письмо Элдер Футарк, старший Футарк, содержит 24 символа, и большинство людей знает именно их. Но существовал расширенный алфавит Янгер Футхарк, младший Футарк, с 16 рунами, которые скандинавы использовали с 8 по 12 век. Парадокс в том, что младший Футарк появился позже и содержал меньше символов. Лингвисты до сих пор не могут объяснить, почему письменная система эволюционировала в сторону упрощения в период расцвета скандинавской культуры. Одна из версий: часть рун была намеренно изъята из общего употребления и передавалась только определенным людям. Руна Эйвас в скандинавских текстах описывается как символ смерти и перехода, но в некоторых рукописях она имеет второе значение. Тис, то есть тисовое дерево. Тис был ядовит, использовался для изготовления луков и рос на кладбищах. Но в нескольких норвежских рунических надписях IX века Эйвас стоит в контекстах, которые явно не связаны ни со смертью, ни с деревьями. Шведский рунолог Хенрик Уильямс из Упсальского университета в 2000 году опубликовал работу, в которой показал: в этих надписях Эйвас использовалось как закодированное обозначение конкретного человека или должности, название которой намеренно скрывалось. Руна Пертро — единственная в старшем Футарке, значение которой не установлено до сих пор. Все остальные 23 руны имеют задокументированные названия и значения в древнескандинавских, древнеанглийских и готских рунических поэмах. Пертро присутствует во всех 3 поэмах, но ее описание в каждой из них туманно и противоречиво. Англосаксонская рунная поэма говорит о ней как о источнике радости для великих и тех, кто сидит в зале. Это настолько неопределенно, что исследователи выдвигали версии: игральная кость, музыкальный инструмент, утроба, гроб, секретный ритуал. Ни одна версия не получила общего признания. В 1986-м норвежский археолог Асбьорн Хервик нашел в торфяном болоте близ Ставангера деревянную табличку с рунической надписью, датированной примерно 850 годом. Надпись содержала 7 рун подряд, 3 из которых не входили ни в один известный рунический алфавит. Табличку передали в университет Бергена, где ее изучали 6 лет. Итог: 2 из 7 неизвестных рун удалось частично интерпретировать через сравнение с редкими рукописями из Исландии. 3-я осталась неопознанной. Табличка хранится в запасниках исторического музея
идея Бергена и не выставлялась публично ни разу. Нацистская Анненербе действительно проводила масштабные экспедиции в Скандинавию в 30-е и 40-е годы с целью документирования рунических надписей. Но часть собранных материалов после войны исчезла. Норвежские и шведские музеи получили обратно конфискованные артефакты, однако фотографии и прорисовки ряда надписей, сделанные немецкими исследователями, в архивы не вернули. Некоторые из этих надписей находились на камнях, которые впоследствии были разрушены или утеряны. И теперь немецкие прорисовки 40-х годов являются единственной фиксацией этих текстов, но сами прорисовки недоступны. Исландские рунические рукописи 17 века содержат так называемые гальдрастафир, магические знаки, которые визуально напоминают руны, но не являются частью ни одного исторического алфавита. Исландцы создавали их как защитные символы, и часть из них явно составлена из фрагментов рунических символов, соединенных по неизвестному принципу. Это означает, что к 17 веку в Исландии существовала традиция работы с рунами, которая не была зафиксирована ни в каких более ранних источниках. Либо эти источники не сохранились, либо намеренно уничтожались. В 1880-м норвежский фермер Олаф Ролсен пахал поле на полуострове Гокстад и наткнулся плугом на что-то твердое под слоем земли. Он решил, что это камень, и продолжил работу. Через неделю выяснилось, что под полем находился корабль длиной 23 метра, построенный в 9 веке и сохранившийся настолько хорошо, что деревянные детали можно было трогать руками. Гокстадский корабль стал одной из самых значимых археологических находок Скандинавии, но его история после извлечения оказалась не менее удивительной. Внутри находились останки мужчины около 40 лет, с многочисленными следами боевых ранений на костях, рубленые повреждения на ногах и руках. Если вы думали, что викинги это только рогатые шлемы и морские разбойники, а не женщины-воители и скрытые тайны, то у нас для вас есть интересное предложение. На playprofi.com собраны все самые популярные нейросети по одной подписке, и только сегодня при регистрации по ссылке в описании вы получите 500 токенов в подарок. Не упустите шанс, как викинги не упустили свои возможности на море. Рядом лежали кости 67 собак и 12 лошадей. Корабль был намеренно засыпан синей глиной, которая создала анаэробную среду и законсервировала дерево на 1000 лет. Тот, кто хоронил этого человека, точно знал, что делает. Но Гокстад не самый странный случай. В 2019-м норвежские ученые применили георадар на полуострове Йелле в провинции Вестфол и обнаружили под землей контуры корабля, который никто никогда не извлекал. Размеры судна около 20 метров в длину. Радар также зафиксировал рядом с кораблем несколько аномалий, интерпретированных как погребальные камеры с предметами внутри. Раскопки не начались до сих пор, но норвежские власти не выдали разрешения, поскольку финансирование проекта не согласовано. Швеция в этом отношении опередила Норвегию. В 2011-м в Упланде при строительстве дороги экскаватор вскрыл погребение с фрагментами корабля 9 века. Строительство остановили, но не сразу. Несколько метров носовой части корабля были уничтожены техникой до того, как на место прибыли археологи. То, что осталось, показало, корабль был сожжен перед захоронением, что противоречило распространенному представлению о том, что скандинавы сжигали корабли на воде. Этот корабль сожгли на суше, а затем засыпали землей вместе с пеплом. Датский остров Фюн скрывает под собой то, что специалисты называют флотилией мертвецов. Георадарное сканирование 2015 года выявило в одном районе острова контуры 5 отдельных корабельных захоронений, расположенных параллельно друг другу на расстоянии около 30 метров. Все 5 датируются предположительно X веком. Ни один из них не раскоп. Местные фермеры знали об этом месте поколениями. В народе его называли корабельное поле. Но никто не воспринимал это всерьез до появления радара. А сибирский корабль, найденный в 1904 в Норвегии, считается самым богато украшенным из всех обнаруженных скандинавских судов. В нем были похоронены 2 женщины. Одна старше 60 лет, другая около 50. Личности обеих до сих пор не установлены. ДНК-анализ, проведенный в 2023 показал неожиданное. Старшая женщина имела гаплогруппу, характерную для населения районов современного Ирана или Афганистана. Это означает, что женщина, похороненная с королевскими почестями в норвежском кургане 9 века, имела предков с Ближнего Востока или из Средней Азии. Техника строительства гокстадского и осиберского кораблей при детальном изучении оказалась настолько совершенной, что в 1893 норвежцы построили точную копию гокстадского судна и переплыли на ней Атлантику за 28 дней. Капитан Магнус Андерсон зафиксировал в судовом журнале, что корпус корабля в открытом море скручивался и изгибался на волнах. И это было не дефектом, а намеренной конструктивной особенностью. Гибкий корпус поглощал энергию волн вместо того, чтобы сопротивляться. Этот принцип европейские корабелы переоткрыли только в 20 веке. Под норвежскими полями, по оценкам ученых университета Осло, до сих пор скрыто от 3 до 5 корабельных захоронений, о которых неизвестно ничего. Каждый год строительные работы случайно вскрывают новые погребения. И каждый раз оказывается, что земля хранила их идеально. В
В 987 году исландский ярл Хакон Сигурдарсон устранил своего политического соперника не в бою. Он подослал к нему женщину с отравленным напитком. Этот факт зафиксирован в саге о Хаконе Ярле и долгое время воспринимался как литературное преувеличение. Химический анализ костных останков из скандинавских захоронений, проведенный в 2000-е годы, показал, отравление было распространенной практикой в скандинавском обществе, и следы токсинов в костях встречаются значительно чаще, чем предполагалось. Скандинавы знали и применяли несколько категорий яда. Первое. Растительные токсины местного происхождения. Болиголов, аконит, белина и тис росли по всей Скандинавии, и их свойства были хорошо известны. В норвежских правовых текстах XII века существует отдельная статья о ядовитых женщинах — Гифканур. Буквально «женщины с ядом». Статья устанавливала наказание за приготовление и применение отравляющих веществ, что само по себе подтверждает, проблема была достаточно распространенной, чтобы требовать законодательного регулирования. Слово «гифт» в современных скандинавских языках означает «яд». В немецком оно означает то же самое, но в английском слово «гифт» означает «подарок». Это не случайность. В древнескандинавском «гифт» означало одновременно и то, и другое. Подарок мог быть ядом, и это двойное значение было зафиксировано в языке намеренно. Этимология слова прямо указывает на то, что отравление через угощение было достаточно частой практикой, чтобы войти в повседневный язык. Берсерки — воины, впадавшие в боевое неистовство, традиционно объяснялись психологическим феноменом или религиозным экстазом. Но в 1978-м норвежский фармаколог Фредерик Шьет опубликовал исследование, в котором предложил конкретное химическое объяснение. Мухомор красный, широко распространенный в Скандинавии, содержит мусцимол — психоактивное вещество, вызывающее состояние возбуждения, нечувствительности к боли и повышенной агрессии. Именно эти симптомы описывают саги, говоря о берсерках. Шьет указал, что мусцимол сохраняет активность при прохождении через почки, то есть моча человека, употребившего мухомор, также обладает психоактивным действием. Саамские шаманы документально использовали именно этот метод для передачи эффекта другим людям. Аконит, известный также как борец или волкобойс, был вторым по распространенности ядом в скандинавском арсенале. Он вызывает паралич дыхательной мускулатуры и при правильной дозировке убивает за несколько часов, имитируя симптомы болезни сердца. В исландской саге об Игиле есть эпизод, где главный герой проверяет еду и питье перед употреблением, используя для этого серебро. Считалось, что серебро темнеет от контакта с ядом. Это суеверие, но оно отражает реальный уровень паранойи по отношению к отравлению в скандинавском обществе. Датские захоронения X века в нескольких случаях содержали небольшие керамические сосуды с остатками органических веществ. Анализ содержимого одного такого сосуда из захоронения близ Роскеле показал наличие концентрированного экстракта белины, в концентрации, которая при употреблении внутрь вызвала бы смерть взрослого человека в течение суток. Сосуд находился в женской могиле среди предметов, которые интерпретировались как знахарский инвентарь. Это означало одно из двух. Либо женщина была целителем, работавшим с опасными дозами лечебных веществ, либо она была отравителем. Скандинавские саги содержат устойчивый персонаж — Вельву, женщину-прорицательницу, которая путешествовала между поселениями и за плату предсказывала будущее. Исследователи из Орхусского университета в 2008 году проанализировали описание ритуалов Вельв в сагах и установили, что используемые ими вещества для введения себя в транс совпадают с фармакологическим профилем нескольких растений — белладонны, дурмана и болиголова. Также растения в малых дозах использовались в скандинавской народной медицине как болеутоляющие. Граница между знахарем, прорицателем и отравителем в скандинавской культуре была принципиально размытой. И это было не случайностью, а частью системы. Один из наиболее показательных случаев зафиксирован в саге о Ньяле. Женщина по имени Хальгерд организует убийство нескольких человек, не прибегая к оружию ни разу. Она использует социальные манипуляции, подкуп и по косвенным указаниям текста яд. Сага написана в 13 веке, но описывает события X. Для скандинавского читателя того времени подобная стратегия не требовала объяснений. Она была понятна как реальная и практикуемая. По центрам современного Дублина на глубине около 3 метров лежит деревянный город, который основали скандинавы в 841 году. Ирландцы называли его Дубхлин — черный пруд. И именно от этого названия произошло современное название ирландской столицы. Когда в 90-е годы 20 века в центре Дублина начали строить новые здания, каждая траншея вскрывала новые слои скандинавского города. Мостовые из расколотых бревен, остатки домов с очагами, тысячи бытовых предметов. Строительство несколько раз останавливали, потому что экскаваторы буквально не могли копать, не уничтожая артефакт. Скандинавский Дублин был не временным лагерем и не торговым постом. Это был полноценный городской центр с четкой планировкой улиц, специализированными кварталами ремесленников, монетным двором и укреплением. Население в X веке составляло около 4000 человек. По меркам средневековой Ирландии это был крупнейший город на острове. Скандинавы управляли им почти 300 лет, до 1171 года, когда англо-нормандские войска захватили Ирландию. За эти 300 лет скандинавский Дублин стал одним из главных центров работорговли в Северной Европе. К дебюту
территории современной Германии, еще один скандинавский город, о котором большинство людей не слышали. В X веке это был крупнейший торговый центр всей Северной Европы с населением около 1500 человек и торговыми связями от Константинополя до Британских островов. Арабский путешественник Ибрагим ибн Якуб посетил Хедебю в 965 и оставил подробное описание. Деревянные дома вдоль мощенных улиц, колодцы в каждом квартале, рыболовецкие лодки в гавани, рынок с товарами из десятков стран. Он также отметил, что жители Хедебю пели во время религиозных обрядов так фальшиво, что это было невыносимо слушать. Одно из самых неожиданных замечаний в средневековой арабской географии. Хедебю сожгли в 1050 году норвежские войска под командованием Харальда Сурового. После этого город не восстанавливали. Центр торговли переместился в соседний Шлезвиг. На месте Хедебю сегодня находится поле, под которым при раскопках 20 века обнаружили полностью сохранившуюся уличную сеть, остатки более 150 построек и около 30 тысяч отдельных артефактов. 3 корабля, найденных в бывшей гавани города, сейчас хранятся в музее Шлезвига. Бирка на острове Бьорке в Швеции функционировала как главный торговый центр Скандинавии с 8 по 10 век. Город прекратил существование примерно в 975 году. Внезапно и по причинам, которые до сих пор не установлены. Население ушло, дома опустели, порт забросили. Никаких следов военного разрушения или пожара нет. Одна из версий. Торговые пути изменились после политических потрясений в регионе, и Бирка просто утратила экономический смысл. Другая версия, выдвинутая шведскими геологами в 2003-м, уровень воды в озере Миларен изменился настолько, что гавань обмелела и стала непригодной для судоходства. На территории Бирки задокументировано более 3000 погребений. Это крупнейший скандинавский некрополь раннего средневековья. Из них раскопано около 1100. В могилах найдены предметы из Византии, арабского халифата, франкского королевства и с территории современного Афганистана. Одна из могил содержала шелковую ткань с арабской каллиграфической надписью, в которой исследователи из Упсальского университета в 2017 году распознали слова из исламской погребальной молитвы. Это означало, что либо в Бирке жили мусульмане, либо скандинавы покупали ткани, не зная или не заботясь об их религиозном содержании. Старая Ладога на территории современной России, город, который скандинавы называли Альдегюборг, была основана примерно в 753 году и является старейшим городом на территории России. Скандинавский культурный слой здесь лежит под более поздними славянскими и русскими слоями, и раскопки регулярно вскрывают предметы, идентичные находкам из Бирки и Хедебю. По одной из версий, именно из Старой Ладоги был призван Рюрик, основатель династии, правившей Русью несколько столетий. Скандинавское происхождение Рюрика в российской историографии остается предметом споров, но археологический материал Старой Ладоги однозначно указывает на то, что скандинавы были здесь не гостями, а основателями. В норвежском захоронении IX века близ Тронхейма нашли скелет ребенка примерно 12 лет с полным набором боевого снаряжения, коротким мечом, щитом и ножом боевого типа. Это не церемониальные предметы уменьшенного размера, изготовленные специально для погребения. Это стандартное взрослое оружие со следами реального использования. Костные останки показали характерные изменения в плечевом суставе, которые возникают от многолетних регулярных тренировок с тяжелым оружием. Да, значит, ребенок начал тренироваться не позднее 8 лет. Скандинавское общество не имело понятия детства в современном смысле. Юридически мальчик переставал быть ребенком в 12 лет. С этого возраста он мог носить оружие, участвовать в тинге и нести ответственность за свои действия наравне со взрослыми. Но подготовка начиналась значительно раньше. Сага о Гретере описывает главного героя в возрасте 10 лет как уже умеющего обращаться с топором и луком. Это не преподносится как исключительный случай. Это норма, которую саги фиксируют без каких-либо комментариев. Харальд Прекрасноволосый, первый король Объединенной Норвегии, начал военные походы в 10 лет. Это зафиксировано в саге о Харальде Прекрасноволосом и подтверждается косвенными хронологическими данными из других источников. Его сын Эрик Кровавая Секира совершил первый морской поход в 12 лет и к 18 имел за плечами несколько военных кампаний в Дании, Фризии и на Британских островах. Прозвище Кровавая Секира он получил именно в этот период. Скандинавская система воспитания воина строилась на 3 этапах. До 8 лет мальчик обучался верховой езде, плаванию и обращению с луком. С 8 до 12 добавлялись работа с деревянным мечом и щитом, борьба и управление лодкой. После 12 начиналась реальная боевая подготовка с настоящим оружием и участие в коротких военных экспедициях в качестве младшего члена отряда. Эта система реконструирована на основе описаний в сагах и подтверждается физическими изменениями костей в детских захоронениях. Практика фостерства об отдаче детей на воспитание в другую семью была в скандинавском обществе повсеместной. Мальчиков в возрасте от 7 до 10 лет отправляли к опытным воинам или в дома ярлов, где они служили пажами и одновременно обучали. Это не было наказанием или признаком бедности семьи. Напротив, принять чужого ребенка на воспитание означало
позволяло взять на себя серьезные обязательства, и было знакомо уважение к его. Связи, возникавшие в процессе фостерства, в сагах описываются как более крепкие, чем кровное родство. В датском городе Рибе при раскопках 2014 года нашли деревянные тренировочные мечи, 3 штуки в одном слое, датированном примерно 900 годом. Размеры двух из них соответствовали детским рукам возраста 8-10 лет. Третий был стандартного взрослого размера. Все 3 имели следы многократного использования, вмятины и сколы от удара. Это первая прямая физическая находка, подтверждающая, что дети тренировались с деревянным оружием в условиях реального контактного боя, а не просто держали мечи в руках. Исландские саги содержат несколько историй о детях, совершивших первое убийство до достижения 12 лет. Эти истории не осуждаются и не подаются как трагедия. Они преподносятся как признак исключительных способностей ребенка. Эгиль Скаллагримсон, один из наиболее известных героев исландских саг, убил своего первого противника в 7 лет в ходе игры, переросшей в драку. Его отец, узнав об этом, наградил сына новой одеждой. Мать сказала, что из него выйдет настоящий викинг. Этот эпизод включен в сагу без какого-либо морального комментария. Возраст боевого дебюта в реальных военных действиях фиксируется в источниках как 14-15 лет, но это был уже не первый боевой опыт, а первый полноценный поход. К этому возрасту скандинавский юноша уже несколько лет участвовал в локальных столкновениях, набегах на соседние территории и абордажных операциях в качестве вспомогательного бойца. Средняя продолжительность жизни скандинавского воина составляла около 40 лет. И это означало, что активная боевая карьера длиной в 25 лет начиналась именно в подростковом возрасте. В 1973-м норвежский лингвист Аун Лённе получил для изучения коллекцию деревянных палочек из раскопок Бергена, так называемые брюгенские руны, найденные при восстановлении города после пожара. Палочек было около 3000, и большинство содержали торговые записи, имена, короткие сообщения. Но 78 палочек Лённе не смог прочитать вообще. Руны на них были настоящими, скандинавскими, но складывались в последовательности, которые не давали никакого смысла ни на одном известном языке. Лённе предположил, что это шифр. Он потратил 4 года, пытаясь подобрать ключ, и не преуспел. Палочки передали другим специалистам. За следующие 20 лет их изучали лингвисты из Норвегии, Швеции, Дании и Германии. К 1995 году удалось расшифровать 9 палочек из 78. Все 9 оказались зашифрованными торговыми сообщениями с использованием простой замены символов. Остальные 69 не поддались расшифровке и по сей день остаются нечитаемыми. Но брюгенские палочки — это только видимая часть проблемы. Скандинавы использовали несколько систем намеренного сокрытия информации в рунических текстах. Первая называлась Хельрунир, буквально руны Хель, руны подземного мира. Это была система, при которой каждая руна заменялась числовым кодом, основанным на ее позиции в футах. Описание этой системы сохранилось в исландской рукописи XIV века, но примеров ее реального применения в найденных надписях идентифицировано только 3. Вторая система — Квиструнир, ветвистые руны, визуально выглядело как дерево с ветками. Центральный вертикальный ствол нес на себе отростки слева и справа, каждый из которых кодировал отдельную руну через количество и расположение черт. Эта система известна по нескольким норвежским надписям XII века, но ключ к ее полной интерпретации был реконструирован только частично. Некоторые варианты ветвистых рун, встречающиеся в надписях, не соответствуют известному ключу, что означает либо региональные вариации системы, либо существование дополнительных уровней шифрования. В 2006 году при раскопках в норвежском Тёнсберге, одном из древнейших городов Скандинавии, нашли рунический камень, датированный примерно 900 годом. Надпись на нем была частично разрушена, но читаемая часть содержала стандартный текст с именем и посвящением. Когда камень сфотографировали в ультрафиолетовом свете, под основной надписью проявился второй слой текста, нанесенный другим инструментом и значительно тоньше. Этот скрытый текст содержал 23 руны, организованные в 3 строки. Из них удалось интерпретировать 14. Они складывались в имя и то, что исследователи описали как указание на местонахождение. Чего именно? Установить не удалось. Самый известный случай намеренно скрытой информации в скандинавской письменности — камень из Рёка в Швеции, установленный около 830 года. Это длиннейшая руническая надпись из всех существующих, около 700 рун. Текст на нем изучали 1,5 века, и только в 2019 году шведские лингвисты из Гетеборгского университета предложили новую интерпретацию, перевернувшую предыдущие версии. Оказалось, что надпись содержит не поминальный текст и не список подвигов, как считалось раньше, а серию из 9 загадок, связанных с астрономическими явлениями, солнечными затмениями, суровыми зимами и движением созвездий. Предыдущие исследователи не распознали загадки, потому что искали линейный нарратив там, где был зашифрованный код. Это означает, что все предыдущие переводы камня из Рёка, публиковавшиеся в учебниках и музейных описаниях на протяжении 150 лет, были неверными. И если один из наиболее изученных рунических памятников мира был неправильно прочитан 1,5 века, возникает вопрос, сколько других надписей мы читаем неверно прямо сейчас. По оценке норвежского рунолога Терье Йонсона Торвика, опубликованной в 2021, от 15 до 20% всех известных
старинных рунических надписей содержит элементы, которые современная наука не может интерпретировать с уверенностью. Это около 3000 надписей из примерно 17 тысяч известных. В 1066 году при дворе норвежского короля Харальда Сурового служил человек по имени Харальд Хардрада, последний правитель которого историки единогласно называют викингом в полном смысле этого слова. В сентябре того же года он высадился в Англии с флотом из 300 кораблей и погиб в битве при Стэмфорд-Бридж от стрелы в горло. Через 3 дня после его смерти Вильгельм Завоеватель высадился в Нормандии и начал покорение Англии. Эпоха викингов закончилась буквально за 72 часа, и на смену ей пришел средневековый мир, который мы знаем из учебников. Но вопрос, поставленный в начале, звучал иначе. Существовали ли викинги вообще? Как народ, как единая культура, как то, чем их принято считать? Ответ, который дает современная наука, однозначен: нет. Никогда не существовало народа, называвшего себя викингом. Это слово обозначало временный статус человека, ушедшего в морской поход. Один и тот же скандинав был фермером весной, торговцем летом и викингом осенью. После возвращения домой он снова переставал быть викингом. Образ рогатых варваров, сжигающих деревни, был создан в 19 веке европейскими романтиками, которым нужен был образ благородного дикаря для противопоставления промышленной цивилизации. Художник Густав Мальмстрём нарисовал первых рогатых викингов в 1863 году для иллюстрации шведского стихотворения. До этого момента ни в одном изображении или тексте рогатых скандинавских воинов не существовало. Через 20 лет рогатый шлем стал стандартным атрибутом викинга в массовом сознании всей Европы. Реальные скандинавы 9 и 10 веков были грамотнее большинства своих европейских современников. Они использовали руническое письмо в повседневной жизни, когда в остальной Европе грамотность была привилегией духовенства. Они имели развитую правовую систему с парламентом, тингом, за несколько столетий до того, как подобные институты появились в других европейских странах. Они добрались до Северной Америки примерно в 1000 году, на 500 лет раньше Колумба, и основали там поселение Лансо Медоуз в Ньюфаундленде, существование которого подтверждено археологически. И при всем этом они исчезли. Не были завоеваны, не вымерли от болезней. Скандинавские общества просто трансформировались, приняли христианство, встроились в европейскую феодальную систему, перестали снаряжать дальние морские походы. Потомки людей, доплывших до Америки и основавших Дублин, стали датскими крестьянами и норвежскими священниками. Их гены никуда не делись. По данным популяционно-генетического исследования, опубликованного в журнале «Природа» в 2020 году, следы скандинавской ДНК обнаруживаются у значительной части населения британских островов, Нормандии, Исландии, Северной России и даже Сицилии, куда скандинавы добрались в XI веке и основали Сицилийское королевство. Это означает, что биологические викинги не исчезли. Они растворились в населении половины Европы. Последний факт, который стоит запомнить: слово «викинг» впервые появилось в английском языке в 1807 году, через 700 лет после смерти Харальда Хардрада. Люди, которых мы называем викингами, никогда не слышали этого слова применительно к себе. Они называли себя по месту происхождения норвежцы, датчане, свеи или по роду занятий. Викинг как культурный феномен был изобретен в 19 веке, и именно поэтому он так удобен, так ярок и так далек от того, чем эти люди были на самом деле. Настоящие скандинавы Средневековья были значительно сложнее, интереснее и страшнее того образа, который придумали для них романтики. И именно поэтому их реальная история до сих пор удивляет.